Три строки от искусственного интеллекта выглядят одинаково уверенно, но первую можно проверить по источнику, во второй появляется новое требование, а третья только возможное объяснение. Сейчас разложим один ответ по трем полям, что можно проверить, что уже додумано и что остается гипотезой. Меня зовут Алексей Гордеев, я врач, заведующий. На этом канале показываю, как использовать искусственный интеллект в организационных задачах, без магии и без передачи ему ответственности за человека. Это рубрика «Разбор без пациента», а здесь только учебные примеры, без пациентов, без реальных документов и без рабочих интерфейсов. По ряду причин наш выпуск рубрики «Разбор без пациента» выходит в четверг, а не в привычную среду. А теперь к разбору. В прошлом субботнем выпуске мы собирали с искусственным интеллектом учебную схему и вручную подтверждали каждое слово, стрелку и обещание. Сегодня покажу, по какому признаку проверить текст внутри такой схемы или любого другого черновика. Первый статус – проверяем утверждение. Это строка, для которой мы можем открыть конкретный источник и показать точное место. Второй – вывод. Он может быть разумным, но в источнике дословно не написан. Третий – гипотеза. Это возможно объяснение или прогноз, которому нужна отдельная проверка. Вывод и гипотеза – незапрещенные слова. Ошибка начинается, когда они маскируются под уже проверенный факт. Берем вымышленную карточку обычного процесса. В среду готовят черновик повестки. В четверг до 16 часов координатор отправляет итоговую повестку. В пятницу проходит совещание. Просим искусственный интеллект коротко описать этот порядок и получаем три предложения. Первое – итоговую повестку отправляют в четверг до 16:00. Второе – значит, участники обязаны изучить ее заранее. Третье – вероятно, этот срок ввели из-за прежних опозданий. Ни одно из трех пока не принимаем на веру, а идем по строкам. Первая строка похожа на факт. День и время совпадают. Но до сверки это только проверяемое утверждение. Смотрим в карточку и замечаем потери. Там сказано, что повестку отправляет координатор, в ответе исполнитель исчез. То есть даже почти дословная строка изменила смысл. Исправляем так. По учебной карточке координатор отправляет итоговую повестку в четверг в 16 часов. Теперь я могу пальцем показать источник, роль и время. В рамках этой карточки строка проверена. Но это не делает истинным весь ответ целиком. Мы проверили только одну строку. Вторая строка начинается со слов «значит». Это полезный сигнал. Здесь ответ может переходить от источника к достройке. Из того, что координатор отправляет повестку в четверг, не следует, что участники обязаны изучить ее заранее. В карточке нет такой обязанности, ни срока для участников. Это даже не просто спокойный вывод, это новое требование к людям. Если у нас есть отдельное правило, показываем его источник. Если правила нет, эту фразу из рабочего текста убираем. Третья строка звучит осторожнее. Вероятно, этот срок ввели из-за прежних опозданий. Слово «вероятно» честно показывает гипотезу, но доказательством оно не становится. В карточке нет истории опозданий и нет причины такого срока. Если причина не нужна для задачи, гипотезу можно убрать. Если нужна, ищем отдельный источник и только потом меняем ее статус. Гипотезу не надо запрещать, ее надо подписать так, чтобы при копировании она не превратилась в факт. В итоге у нас три вопроса к любой строке искусственного интеллекта. Первый. Могу ли я показать точную строку в названном источнике и его версии? Второй. Что именно следует из этой строки? И возможен ли другой вывод? Третий. Что здесь только предполагается и требуется отдельной проверки? На экране можно добавить цвет, но смысл должны донести слова. Проверить, вывод, гипотезу. Только карточка останется понятной и на маленьком экране, и без цветового различия. Эта разметка не определяет истину по внешнему виду текста. Она показывает, где человеку нужно остановиться и открыть источник. Практически шаг 1. Возьмите следующий нейтральный абзац из черновика искусственного интеллекта и подпишите у каждой строки «Проверить», «Вывод» или «Гипотеза». А в субботу покажу, что делать, если один и тот же сбой возвращается. 4 строки журнала «Ошибки» и новая проверка процесса. Меня зовут Алексей Гордеев. До встречи.